Друзья, приветствую! Сейчас я нахожусь на заводе «Новая динамика» компании «Россельмаш». Это новый завод, который был открыт недавно. На самом деле, конечно, он потихоньку работает аж с 2019 года. Здесь делают вот такие вот коробки передач механические и мосты для различной техники компании «Россельмаш». То есть это вот производство полного цикла, это не просто сборка от закалки, от мехобработки до выпуска полностью готового конечного продукта. Вот сейчас я иду вдоль коробок передач, которые устанавливаются на трактора производства компании «Россельмаш». Туда мы заходить не будем, это опасный производственный участок. Он состоит из печи для изотермического отпуска, которая в свою очередь состоит из печи накаливания, нагревания. Мы здесь нагреваем все заготовки до температуры 950 градусов. Дальше поступает после нагрева, выдерживается определенное время, приводится в нужную нам структуру. И дальше переходит в печь для отпуска, где отпускается до температуры 320 градусов. Затем она выходит на участок остывания, и после того, как она уже остынет, мы вырезаем оттуда заготовку и отдаем в лабораторию контроля, для того, чтобы лаборатория подтвердила, достигли мы на этой заготовке необходимых параметров или нет. Если достигли, когда заготовка дробеструется, то есть это процесс очистки заготовки от окалины и стружки, и тогда уже передается на участок мехобработки для дальнейшей работы с ним. Попадаем на участок основной термообработки. Здесь на этом участке как раз происходит и основная закалка деталей после механической обработки. Эта закалка насыщает поверхностный слой металла на глубину от 1,1 до 1,4 мм. Становится шестеренка твердой, а сердцевина мягкой. Термоотделение представлено из 3 частей. Пойдемте за мной. Это не обогрев, не отопление. Это индогазовая установка. Мы используем среду для закалки индогаз. Индогазовая установка со специальным катализатором, на котором происходит сжигание природного газа и с добавлением азота. Тем самым появляется газ, индогаз называемый, и закачивается в печи. Факел горит, потому что эта установка рассчитана на 60 кубов в час, но в данный момент мы потребляем всего лишь 30, потому что мы не все еще печи запустили из 5, идет отладка. Как только все печи будут расходовать этот индогаз в полном объеме, там небольшой фитилечек будет. Вот с правой стороны мы с вами видим установку ТВЧ. Она предназначена для закалки вот таких вот валов и больше током высокой частоты. Мы производим закалку шлицов вала и поверхности под подшипник. Дальше будет вот это шлифоваться и сюда вот вставляться. Эта установка называется установка охлаждения. Видите, внизу вентиляторы. Когда там в установке нагревается вал, оператор с помощью манипулятора выкладывает это все сюда и здесь остывает. Металл, который используется во всех изделиях, валах, шестеренках, все российского производства. Упаковки тоже получаем из России. Наша компания, в группе компании «Россельмаш», нам поставляют эти упаковки. Дальше вот мы с вами идем. Слева у нас камерные печи, а справа шахтная печь. Вот шахтная печь состоит из чего? Вот это вот печь нагрева, вот где идет огонь. Там сейчас находятся заготовки, вот примерно вот в такой таре, спецтаре, которая находится сзади вас. Там они нагреваются в течение 3 часов до температуры 930 градусов. Дальше, когда они нагрелись, вот этим манипулятором, который слева от вас, вытаскивается отсюда детали и помещается вот в эти закалочные баки. В этих баках находится полимерная смесь для быстрого охлаждения. Это как раз и есть процесс закалки. Если здесь 3 часа, то здесь 15 минут. После процесса закалки на поверхности изделий возникает нагруженный поверхностный натяжной слой. Его нужно разбить.
то есть снять поверхностное напряжение. Для этого у нас есть вот там в конце этой линии, это печь для отпуска. В ней детали эти все проводят 2 часа и нагревается до температуры от 250 до 320 градусов. С левой стороны у нас линия камерных печей. Почему камерный? Ну это вот как камера тупиковая. И мы с помощью манипулятора заводим эти детали в камерную печь, и там они термообрабатывают. Время термообработки где-то часов 12-13. Ну, в зависимости от деталей до 16 часов. Эта печь состоит вот из 5 камерных печей, 2 печей отпуска и 1 мойки. Друзья, а это цех термообработки и закалки. И что удивительно, этот цех практически полностью, практически на 100% оснащен оборудованием отечественного производства. Это печи накал, они здесь основное оборудование. Или вот, например, вытяжки Софтлим. Очень много где я их встречаю, очень популярное оборудование. Манипуляторы тоже отечественного производства компании РМК, российская манипуляторная компания. Вот сейчас мы входим в участок зубообработки и в его часть, где находится зубодолбежное оборудование. Человек только что снял деталь, сейчас будет вставлять другую деталь для того, чтобы нарезать зуб внутри. Вот как раз начинается процесс зубообработки внутреннего зуба. Все это происходит в среде масла. То есть постепенно долбяк прорезает зуб в заготовке, а заготовка поворачивается. То есть вот это вот входящая заготовка, а это то, что получается после механической обработки. Вот станок закончил обработку сзади вас. То есть вот эту заготовку поставили, это вот все, что из нее получилось. Металл также российского производства, все паковки тоже российские компании нам поставляют. Заготовку, да, мы получаем с челябинской конторы, вот именно эту. А все остальное это компания группы Россельмаш. С этой заготовкой мы по контуру делаем токарную обработку, сверлим отверстие и, соответственно, в долбяк вставляем эту заготовку и получаем вот эти вот зубья. Закалка она тоже проходит, да? Или После зубообработки она идет в термичку. закалку, Конечно, да. обязательно. Понятно. То есть вам приходит просто железный такой бублик и все? Да, да, да. Эта деталь называется эпицикл и используется в мостах трактора 2000 серии. Также вот сейчас мы можем видеть, происходит пусконаладочные работы роботизированного комплекса. То есть есть станок токарный и робот, который будет подавать туда детали. Детали. Вот, кстати, вы спрашивали про как приходит заготовка. Вот, посмотрите. Вот то, что вы видели. То есть вот эта заготовка поступает в это оборудование. Вот она, посмотрите. Ну, она у вас уже здесь до беструйки прошла. До беструйки проходит там, на том участке, как я сказал, окно в жизнь. Вот она в таком виде поступает на этот станок. В этом станке она проходит токарную обработку и сверление, а дальше передается на то оборудование, где долбится зуб. Станок многофункциональный, он и обрабатывает, и сверлит. Верно? Вот это вот 3 единицы оборудования, это участок, который обрабатывает детали типа вал, либо полуось. Участок состоит из токарного станка, токарно-фрезерного и уникального оборудования станка для глубинного сверления. Здесь мы можем сверлить внутренние отверстия. Максимальная техническая характеристика: длина вала 1,5 метра и диаметр отверстия 10 миллиметров. Чем короче, тем меньше внутреннее отверстие мы можем делать. То есть вы можете посмотреть также. Вот заготовка. А вот все, что уже просверлили в нем. Здесь как раз происходит лазерная гравировка. То есть мы каждую шестеренку клеймим. То есть сначала делаем заготовку компьютерную на компьютере.
прикладываем деталь, делаем проверку, то есть эта надпись отображается на детали, и только потом уже, когда мы видим, что она все попадает, закрываем дверцу, нажимаем кнопку, и лазер ее прорезает. Но вот это по-любому отечественное оборудование. Лазер. Ну и, конечно, и здесь тоже не обошлось без фонда развития промышленности. Мы с вами вышли с участка обработки механических зубчатых колес и заходим в участок мехобработки корпусных изделий. Вот здесь вот обрабатывается вся корпуснина. С правой стороны мы обрабатываем корпусные изделия для моста трактора. С левой стороны мы обрабатываем корпусные изделия для коробки передач. Вот этот первый станок обрабатывает корпус коробки переключения диапазонов на мост комбайна, следующий на трактор. То есть запомните, вот такие вот детали мы получаем. Это литье делается в городе Шахты. Вот этот корпус делается в Воронеже, вот в таком виде к нам приходит. И на своем оборудовании мы это все обрабатываем. А мы сейчас для себя в Таганроге строим большой завод, где будет литейка, и данный корпус мы будем там лить. А вообще, в принципе, вот эти площади и оборудование предусматривает выпуск 500 тысяч шестеренок в год. То есть здесь первые 3 моста — это мосты комбайнов. Вон тот мост трактора, который мы здесь собираем. Вот этот мы выставили образец. Это мы в перспективе через 2 года мы у себя будем производить. Это автоматическая коробка передач. То есть вот она, эта коробка, которую мы на этой площадке делаем. Вот она в разрезе. Вот из чего она состоит. И, соответственно, эти шестерни в сборе показали на столе, какие шестерни, как они выглядят здесь, которые включены в коробку передач. Вот они, коробки передач. Вот тут они делаются. Как видели, практически, наверное, 100% локализация. То есть это абсолютно полностью отечественная коробка передач. Каждое рабочее место у нас оснащено интеллектуальным рабочим местом. То есть система следит за работой всех механизмов, которые связаны с этой системой по принципу Wi-Fi. То есть по определенной программе система понимает, какую операцию делает рабочий. После окончания операции рабочий нажатием кнопки подтверждает, что он эту операцию выполнил. Если он операцию эту не выполнил, пытается сделать какую-то другую, система блокирует работу этого инструмента. Он будет нажимать на кнопку, а инструмент крутиться не будет. Дополнительно этому эта система показывает и визуально, и графически, как это должно быть выглядеть. То есть вот здесь вы можете видеть, как раз рабочий помыл детали. Мы все детали моем перед тем, как собирать. Моем, а дальше он сушит воздухом.